Привет, мои маленькие любители кайтинга. Мы вернулись в Россию и находимся на Бугасской косе на Благе на Серфхате. И это будет короткое видео про собак. На самом деле нет. Про Харлем Драйв. Опа, ничего себе. Это мои личные кайты, 8 и 11, которые прошли Вьетнам 5 месяцев. Ну, в основном 8, наверное. И Хургаду там 3 недели. Мы сейчас я их ни разу не опреснял. Мы сейчас их достанем и посмотрим, в каком состоянии купольная ткань и там типа докрон. Потом я их помою и покажу, какие они будут мытые. То есть здесь весь вопрос, как бы я обещал снять видос по поводу того, как будут кайты себя, как будут выглядеть после полугода использования. Ну, уже на самом деле там чистые полгода прошли, даже больше. Просто я не сразу приехал на Благу, чтобы это все отснять. И будет такое же видео через год, возможно. Поэтому сейчас мы их накачаем. Вот еще момент. Какой кайт будет через полгода приличного использования. Вот 8, которая была в максимальном использовании, все-таки на нее будет основной как бы фокус. Типа хруст, так называемый, нового кайта а-ля. Вот в 8 он до сих пор присутствует, ну из-за того, что здесь материал соответствующий. Сейчас накачаем, посмотрим, что с ними случилось или стало. Ну вот мы накачали 11 кайт. Хотел его сейчас прикрепить к дереву, чтобы опреснить, но это не самый показательный будет вариант. Но тем не менее, Муйне дуло херово, и 11 я тоже юзал. Мы сейчас на него посмотрим. Подходи, мы будем сейчас смотреть сюда, потому что здесь нужно видеодоказательство. В первую очередь мы смотрим заднюю кромку, на которую некоторые мои друзья, особенно вот на эту часть, вот здесь нужно прямо вот отсюда снимать. Вот это. Некоторые мои друзья и коллеги сомневались вот в этой части кайта очень сильно. Потому что она действительно как бы, ну, все привыкли к задней кромке, как минимум вот к такой. А здесь она как максимум вот такая, с палец, мизинец ребенка. А самая нагруженная часть вот в центре. Здесь прям нужно крупно снять. Все ниточки, которые могли бы появиться здесь. Видно что-то? Ну, короче, здесь ничего нету, ну, то есть никаких отличий. У меня есть новый кайт, я могу достать, там нет смысла, будет все то же самое. То есть 11 никак не пострадал в течение поездок этих всех. Все вот эти вот паутинки, они идут сразу же, как на дуатоновских кайтах, так и на этом. И центральный, передний баллон. Хочу его центральным все время назвать. Давай пройдемся, просто посмотрим. Здесь нужно прям видеофиксация, чтобы была. Пройдись со мной. Ну, мне нечего здесь говорить, потому что не о чем. Ладно, сейчас накачаем 8, та вот реально будет показателем. С 11 ничего мы не увидели интересного. Ну вот 8, то, что это кайт не побывал в бою, уже никто не скажет. То есть тут и в целом видно следы какие-то. Давай посмотрим сначала все равно заднюю кромку. Я не знаю, ну то есть она тоже ничем не отличается от 11, по сути. Может быть, чуть тускнее стали цвета, но опять же мы сейчас это помоем, еще посмотрим, что они ни разу не опреснялись. То есть более того, во Вьетнаме я его не складывал, когда у меня были перерывы между сессиями. Я его заносил под пальму просто, и он под пальмой лежал в тени. Попытаюсь найти какие-то... Я, честно говоря, был уверен, что найду
какие-то странные вещи, но кроме как каких-то пятнышек там от грязи или, не знаю, может это мазут из морей, потому что он есть везде, и на сафари, и во Вьетнаме. Вот передний баллон, вот здесь уже видно следы использования, опять же это грязь. Это все грязь. Здесь науки, место, которым касается кайт, вот здесь оно протирается часто, вот это место. Когда кайт кладут или запускают, вот на него опираются. Ну, ничего, кроме как с обычным докроном, здесь с этим материалом, который тоже является докроном, ничего не происходит. Ну, к этому материалу как будто бы и вопросов не могло бы быть. Здесь основной вопрос к купольной ткани. То есть по поводу летных характеристик, типа что там тейджин, он вытягивается и делает сиськи такие над кайтом, то здесь, ну как бы я катаюсь на этих кайтах, здесь такого, вот я натягиваю даже рукой. Короче, здесь ничего такого нету. Не знаю, кто видел эти кайты усосанные там в муку, типа форсы там и так далее. Я тоже смотрел в интернете эти видео, и поэтому решил убедиться сам на собственном примере. То есть не когда там кто-то на сафари закупает дуатоны СЛС, они у них взрываются, потому что они просто привыкли кидать, швырять все, оставлять на солнце и так далее. А когда ты нормальный как бы юзер, который следит за оборудованием, не опресняя его там каждые 5 секунд, вот, опять же, полгода, 7 месяцев, ни одного опреснения. Просто вот кайт как был, он так и есть. Он и в 40 узлов, плюс там, я на нем катался, и 20-ку я прыгал, и все такое, и лупов там миллион на нем сделано. Но никаких дефектов что-то я не могу найти. Кроме того, что было в самом начале, это 2 микродырочки на одном из поперечных баллонов, которые я исправил, и мне потом выслали баллон на замену. Короче, фиг знает, что сказать. Нужно дольше тестить. Надо еще посмотреть через год, как он в такой эксплуатации будет. И, повторюсь, это эксплуатация не нормального человека. То есть по каким-то купольным штукам кто-то говорил, что если его сложить в мокром виде, краска начинает куда-то уходить, исчезать, там, растворяться. Ну, потому что здесь нанесено все через как бы принтер условный. Ну, у меня вот 2 точки можешь снять, появилось. Но они были прям в самом начале, я не знаю. Я их поставил или еще что-то, как будто солнцем под лупой так прожгло вот здесь 2 точки. Опять же, я какая-то не тру, там тряпочкой, ничем не оттираю, просто водой полью и все. Что это значит? Я не знаю. Как они появились? Тоже не знаю. Были ли они? Скорее всего, нет. Но я тоже не изучал. На белой части, вот там, конечно, будут какие-то отпечатки, потому что какая-то может там в грязи где-то испачкаться и так далее. Вон у меня такие же дуатоны есть, перепачканные все. Зависит от цвета. Бывают цвета, на которых ничего не видно. Например, кстати, вот этот цвет. На нем нифига не видно. У меня 2 кайта дуатон. Один прошлого года есть, школьный. И на один зеленый, светло-зеленый, на нем все видно. На вот таком, даже там темнее, ни хрена вообще ничего нет. Здесь тоже, вот на этой части. А вот на черном сразу, на более синем, на черном, все видно. Я продал Edge 7 черную. Его вообще невозможно отмыть, потому что на черном сразу, как на машине, все видно. Вот достал просто ради эксперимента новый кайт. Микрофон будет слышно. Его хрустит, конечно, он помощнее, чем вот эти. Ну, окей. Не буду его качать. Мне просто интересно сравнить заднюю кромку. Так, вот эта часть кайта вот здесь. Цвета, чтобы были те же. Это 8, это новый кайт. Вот этот, ну, типа, я не с 11 сравниваю, а с реально юзанным прям прилично. Вот теперь видно разницу. Цвета стали тусклее. Видно же, да, на видео? Разницу.
Этот стал более таким осветленным. Этот, ну, в пропитке, может, какой-то еще. Да, здесь заломчики. Здесь они есть, но еще маленькие, непроглядные. Какой-нибудь другой цвет сравнить с латой как раз сейчас соединим. Ну вот, разница. Ну, вот говорят, что разница основная в блеске, но не в цвете. Но цвет же все равно здесь более такой выцветший на солнце. Ну, типа, кстати, вот этот цвет как будто бы не так сильно и выделяется. Но белый, да, он стал желтоватым, но это белый любой будет. По белому вообще, ты его достал, он уже стал желтый. Не делайте белый цвет, пожалуйста, не делайте. Смотри, разница же как будто приличная, да? Зеленый и вот этот подвыцвел. Трайф тоже разные цвета, но я глазами вижу разные цвета. То есть здесь он такой уже в красноту, а здесь еще в синеву. Но опять же, это все тупо выход пропитки, скорее всего, и работа солнца с кайтом. Какой? Типа, что если бы он был прозрачный, было бы по-другому. Извините. Видите, хорошо, когда работаешь с профессионалами. Говорят, кайт должен быть на просвет. Как это сделать? Уже не приложить просто. Ну, в общем, после такого юзания, так скажем, этого кайта, я его не жалел вообще. Ну, то есть, не то, что я его бил там куда-то, я нормально за ним ухаживался, но я не относился к нему как, там, сдувал пылинки, вообще ни разу. Он у меня замывался в вьетнамской волне там несколько раз поначалу, когда я прикатывался к нему. Там какие-то были моменты, я уже не помню. Ну, то есть, ничего жесткого, но нормально юзался. Вопросов на данный момент у меня лично 0. Как он летает, как летал в самый первый день, так он летает сейчас. Тоже. Так что будем наблюдать, посмотрим. Да, и будут тесты этим летом на Благе, в Крыму, ну и вообще в ближайших каких-то там спотах. Будут не только Харлем, будет и Норс, и что-то еще будет, короче. И дуатон тоже возможно. Я буду приезжать с флагами, вставляться. В общем, можете подходить. Уже кто на Благе, пожалуйста, кто увидит это видео, когда я его смонтирую. Харлем точно есть на тесты, потому что дистрибьюция Харлема работает, и, соответственно, вы будете получать эти кайты на тест. Будет скоро тест 13-15 и еще тесты дуатона против Рича, Эва против Рич. Так что не переключайтесь. Тут, короче, складывал кайты и решил, с внутренней стороны их начал смотреть. И вот с внутренней стороны уже видно разницу в этой паутинке. Я вставлю фотки. Новый кайт, 11-й, мало условно юзанный, и очень много юзанный по меркам, так скажем, среднего юзера 8. И вы увидите разницу в этих... Вот 8 лежит, собственно. Видно, как много, как выделяются вот эти вот паутинки, но на дуатоне, когда эти паутинки были на задней кромке, например, по вот этим изломам, да, белым, там были уже какие-то дырочки или как бы порезики типа. То есть они ломали, и в итоге порезали. Здесь паутинка есть, но никаких дырок нету видимых. Возможно, я в интернете как раз видел эту картину с внутренней стороны, она действительно может напугать. Но я решил провести тест. Во-первых, да, тест я сейчас проведу, но кажется, что это здесь так заметно из-за того, что может быть способ нанесения все-таки краски печати.
Возможно, из-за этого. Потому что она быстрее, чем на обычном тайджине, просто уходит в небытие. Я взял вот новый тренажку, новый кайт, и решил дунуть в это место, в задней кромке, изнутри, как ветер обычно дует. Я решил дунуть в задней кромке, и все в одинаковых местах. Сильно дую, не проходит практически воздух. Потом я дую в 11-й, в этом же месте. В немного юзанном 11-м уже воздух заметно проходит сквозь ткань. То есть достаточно немного покататься относительно на кайте, и воздух уже, ткань начинает не так хорошо держать, как новый кайт. И берем 8-ку. Здесь, кстати, сразу ощущается, насколько более бумажной стала ткань. Все равно, несмотря на то, что там хруст она сохраняет, все равно по ощущениям, когда ты берешь более новый или не менее юзанный кайт, это прямо ощущается, она более такая уже гладкая. Здесь продувается еще, заметь, то есть действительно выработка есть, и продувка, конечно, осуществляется проще через 8-ку, чем через 11-й, и меньше всего продувается через новый кайт. Логично. Попробуйте сделать такой тест сами с докроновым кайтом, в смысле с кайтом из рипстопа обычного. Я думаю, будет все то же самое. Но сравните просто, как новый кайт продувается, как продувается тот, который... вот здесь хотя бы я нашел вот износ. Что-то я не догадался сразу это сделать, собственно. Да, и флаг сзади это не реклама, это просто я сушу флаг. Он будет, собственно, его вы будете видеть, когда будут тесты. Там будут 2 моих флага и флаг Харлема. Кто дает флаги, те я и видишь, вот Elevate дали кепку, я ношу кепку Elevate. Харлем дал флаг, пожалуйста. То есть давайте все, будут тесты максимально независимые. Зависимые мы не делаем, потому что амбассадорами на спонсорстве и так далее мы не являемся. Все независимо, несмотря на то, что у меня много этого оборудования, мне просто его выдают. Потому что это интересно дистрибьюторам. Все. Пока.